Сегодня мы разберем 396-ю главу моей Геройской Академии, в которой состоится лютая битва всемогущего и все за одного. Пик силы ВЗО, и считайте, что беспричудный бывший герой. Это жесть, что было показано в этой главе. Вы офигеете. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 396 глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Глава начинается с того, что, ожидая опаснейшего противника, Всемогущий вспомнил пророческие слова Ночноглаза о том, что если он все еще будет продолжать идти по этому пути, то в конечном итоге Тошинори столкнется со злодеем, который принесет ему ужаснейшую смерть. Пророческие слова Ночноглаза всегда сбывались, и Всемогущий знает об этом. Так что если слова его друга все еще были актуальны, тогда пророчество может сбыться именно здесь и сейчас. А значит, тем злодеем, которого не узнал Ночноглаз, был молодой ВЗО. И поэтому, приняв твердое решение, Тошинори привлекает внимание противника, объявляя, что он здесь. После чего активирует переносное устройство и облачает свое тело в костюм железного человека под названием Бронированный Всемогущий. Это одеяние почти полностью наследует былую геройскую форму надежды всего мира и покрывает броней почти всю площадь тела, кроме рта, и это еще сыграет на руку Всемогущему далее в этой главе. Но перед этим я хочу сказать, что оказывается Хорикоши сделал нам большой и жирный намек, показав нам в 321 главе цветной разворот с меха Всемогущим. И кто бы мог подумать, что это воплотится в реальность. Только что в этой главе у нас не огромный меха-робот, а интерпретация железного человека. После того, как Всемогущий принял новый облик, он попросил свою машину Геркулес включить видеосъемку для того, чтобы люди из штаба могли видеть ход битвы и знали, чем все это закончится. Сами же полицейские были ошарашены тем, что вытворяет бывший герой. Но Цукаучи же, в отличие от других, был сильно опечален увиденным, ибо он еще тогда пытался его остановить, ведь с таким телом он мало чем может быть полезен в этой битве. Вот только Всемогущий не послушал своего товарища, поскольку не хотел сидеть сложа руки, смотря на то, как разворачивалось сражение. Кстати, все эти действия происходят за 20 минут до того, как исчезли дубли Тоги, так что у Тошинори было множество причин пойти на это. Вот только Цукаучи понимал, что сколько бы у него не было оружия или предметов поддержки, все это было бесполезным, ибо человек без причуды не сможет справиться с ВЗО, еще и когда он был настолько молод и силен. Поэтому офицер сказал Айбе, чтобы та прекратила трансляцию этого боя в интернет, поскольку сейчас она может показать общественности жуткую картину растоптанного противником бывшего героя, который пытается выиграть несколько секунд для Мидории и не допустить скорейшего прибытия все за одного к Шигараки. Сам же ВЗО понимал, что ему не было особого смысла тратить свое угасающее время на кого-то вроде него, хоть он и был всю его жизнь большой помехой, но противник осознавал, что это было сделано лишь для того, чтобы замедлить неминуемое, так что он не собирался тратить здесь свое время. Но как только он увидел назойливую улыбку Всемогущего, ВЗО пал в бешенство и с яростью бросился атаковать бывшего героя электрическим лучом, разрушившую приличную часть города. Однако в сию же минуту Тошинори с помощью Геркулеса использует прием под названием Красный, создавая крепкий щит, выдерживающий эту зверскую атаку. После чего, как только обстрел закончился, не теряя времени, Бронированный Всемогущий тут же ринулся к противнику и отрывает ВЗО его атакующую руку. Вот только нельзя было сказать, что все прошло безупречно, ведь после предыдущей вражеской атаки броня Геркулеса была повреждена на 66%, и больше подобного натиска она
она уже не сможет выдержать. Но это все равно не останавливало Яги, и сразу же, как только противник кинулся атаковать, используя черный хлыст, он сковывает ВЗО и затем, дабы замедлить его регенерацию, применяет Charge Bolt, направив во врага сильный электрический ток. И пока ВЗО находился в этом состоянии некой парализации, используя прием героя Целлофана, всемогущий сокращает дистанцию и сразу же применяет новое устройство поддержки на ногу, после чего с огромной скоростью наносит тушке все за одного удары в стиле стрельбы, проводя жесткую контратаку. Тошинори хорошо знал повадки ВЗО, ведь он их не меняет еще с момента сражения с его учителем. Противник постоянно сначала атаковал свою цель с дальней дистанции, а после ее ослабления он сокращал расстояние для того, чтобы украсть причуду. Эти знания очень помогли всемогущему хорошенько замесить оппонента. А самое главное, это то, что, увидев это сражение, Цукаучи просто-напросто прозрел, ибо все произошло в точности наоборот, после чего всемогущий лично обратился к нему, говоря, что он никогда не сражается с намерением проиграть, разрушив тем самым его предрассудки насчет того, что Яги собрался здесь умереть. Не, ну ребятки, это было что-то просто офигенное. Я ожидал, что всемогущий покажет что-то в этом сражении, но чтобы такое, я просто в шоке. Плюс еще круто, что свои приемы и приспособления всемогущий назвал в честь своих учеников, беря пример с нового поколения героев. Но все, я думаю, понимают, что эта битва далеко не закончена, и ВЗО еще добавит масла в огонь. Вот только больше всего меня беспокоит пророчество Ночноглаза, ибо молодой все за одного действительно может являться тем самым злодеем, которого он не смог узнать. Но посмотрим, что же покажет нам Хорикоши в следующей главе. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion boss. Take the charge. I'm stepping, what the fuck? Look at my passion boss.